Итак, мой свирепый график соревнований в Краснодаре. 2, 1. Просыпаюсь в 5:30 утра и бегу сразу на электричку. Людей куча, спать хочу, на улице еще темно. Но я люблю любые поездки, поэтому я довольна. Конечно, я была очень голодная, как обычно, и прихватила с собой кучу неполезной еды. Чипсы, штрудель яблочный и все такое. Конечно, нормальные люди бы сразу захотели спать, но я не такая. Первым делом я поела и потом решила привести себя в порядок, свой внешний вид. Так как мама не умеет делать прически, я их делаю всегда на турнире. Выступать я буду в категории U1, и там нельзя ярко краситься. То есть краситься вообще нельзя. Но правила не для меня, я их люблю нарушать, поэтому я решила немного выровнять свой тон, увлажнить лицо, нанести свои любимые румяна. У меня еще есть такая беда по утрам, вечно синяки под глазами. У кого тоже, расскажите, как вы с этим боретесь. Поэтому я использую консилер, далее хайлайтер, чтобы блестеть и блистать. Потом, я не выдержала и, конечно же, заснула, так как ехать нам было 3,5 часа. Как только мы прибыли в Краснодар, первым делом мы помчали в фудкорт на улице Красной. Я просто обожаю это место. И каждый раз, когда приезжаю в Краснодар, прихожу туда кушать. А кушать я люблю вкусно. Я была очень голодная, поэтому взяла ребрышки. Они смотрелись очень аппетитно. Это одно из моих любимых блюд. Мы покушали с мамой, даже успели прогуляться немного и помчали в зал. Погода в этот день была просто потрясающая. Зал находился недалеко от центра. Мы тут уже однажды выступали. И чтобы вы понимали, тут такой грязный паркет, неудобный. Так как мы приехали немного раньше времени, то у меня было время привести себя в порядок. У меня всегда сохнут губы, поэтому я постоянно их увлажняю разными блесками. Ну и остальное решила подкрасить. Здесь я решила подкрасить румянцем, потому что они у меня чуть-чуть стерлись. Дальше я взяла вот такую бронзирующие капельки и начала делать загар. Так как загар мне еще в U1 нельзя, я его решила сделать, потому что, как я говорила, правила не для меня. Здесь я смешала шик, загар, эссенс, бронзирующие капельки и мой крем для тела, точнее баттер. И просто офигенный загар получился. Кстати, вот реально такое комбо советую всем. И начала себя мазать. Загар получился очень классный и блестящий. Кстати, я накрасила только ноги, чтобы они не казались бледными. Тут я уже побежала сделать прическу. О том, как я терпеть не могу делать прически, это вообще отдельная история. Но это уже все знают и терпят мой скверный характер. Спасибо мастерам. Делали мне сложную прическу, которая обошлась мне аж в 3000 рублей. Мне кажется, это для прически нереально дорого. Небольшая разминка, и мы уже готовы выходить на паркет. Ну что ж, мы уже на паркете. Если вам понравился такой формат видео, ставьте обязательно лайки и напишите мне об этом в комментариях. Так что всем пока-пока!